Этот альбом я сделал примерно за год, чуть больше. И я переписывал его 3 раза. Несмотря на это, звук получился довольно-таки целостным. Звук барабанов и синтезаторов очень хорошо склеивают музыкальное полотно. Какие-то части этого альбома, гитарного звука этого альбома остались еще с первых сессий. Сейчас уже очень тяжело разобраться. А какие-то реампились по несколько раз на разных усилителях. Я использовал практически все, что вы можете увидеть в этой комнате, и немножечко больше того, чего здесь уже нету. По большому счету, из гитар я использовал 2 инструмента. Это желтый Adversary Ketta и Les Paul R0. На лидовых партиях я использовал модуль Synergy Friedman HBE. Это отличный вариант, если вам нужен хороший пробивной, красивый, серединистый тон с ярким верхом, он отлично подходит для соло. Для рифовых звуков на разных песнях я использовал разные усилители. Допустим, на таких треках, как Renegade и Сателлит, был использован усилитель Custom Audio 500. Это феноменальный усилитель в плане перегруженного звука, а именно того, как он работает с низкими частотами. Это невероятный мощный панч на палм-мьюте, когда вы играете на низких струнах. Это очень хорошо слышно на треке «Сателлит», вот в этой части, где я играю по нижним струнам перед куплетом. Это невероятный панч. А в Little Tubes я использовал свои маршала. Для ритм партии Little Tubes я использовал Silver Jubilee, который я разозлил бустером Custom Audio, Line Driver. А на соло я использовал Marshall Plexi замоденный, для того, чтобы это звучало не так громко, и я имел возможность снять это все с кабинета. Я грузил его на реактивную нагрузку. Эту реактивную нагрузку я запускал в мощник Custom Audio подключил к кабинету, а с кабинета снимал микрофон. Вот такое вот уравнение по заветам Ван Халена. И также я разогрел его и разозлил бустером Custom Audio, получив такой яркий, искристый, визжащий тон, который можно услышать в соло-партии Little Tubes. Очень важным моментом для меня являлось то, что я наконец-то смог в полной мере использовать свои Vintage Digital приборы, такие как Eventide 3000, Lexicon PCM80 и 2 старых дилея Roland SDA 3000. Все гитары, абсолютно все гитары, обработанные Eventide H3000. На этом альбоме нету ни одного звука гитары, который бы не прошел через алгоритм Micro-Pitch Shift H3000. Также на этом альбоме я полностью отказался от использования великолепной технологии Impulse Response. Я слышу прекрасный звук своих усилителей из своего кабинета. И в определенный момент я подумал, почему, если я слышу этот звук, я не могу его взять и записать. У меня замечательный кабинет Zilla 212, Vintage 30 и Cream Back. Такая вот коллаборация динамиков. Я снимал звук с динамика Vintage 30 двумя SM57 микрофонами. Вот, делал это на приемлемой громкости. И результат вы можете послушать на альбоме. Также очень важным моментом является то, что относительно скульптуры я постарался разгрузить микс от давящего баса и мощных барабанов, дабы освободить место для синтезаторов. Сделать звук максимально прозрачным, чтобы вы могли услышать тембр великолепных синтезаторов Model D и Oberheim OBX-A. Для меня является очень важным тот момент, что несмотря на навороченную аранжировку, несмотря на то, что очень много всего звучит, основная музыкальная идея всегда должна иметь возможность сжиматься в пределы одного инструмента. И в моем случае этот инструмент гитара.